Погода была нестабильной от -18 до оттепели и ледяного дождя. Каждую ночь собачка в одно и то же время ждала меня возле дома с едой, ведь ей больше негде было поесть. В нашем районе у людей очень плохое отношение к бездомным собакам, им даже никогда косточки не дадут. Скорее выбросят целую курицу, чем угостят братьев наших меньших. Когда Берта меня видела, то мчалась ко мне навстречу и не уходила, пока не надоест обниматься. Порой она приводила с собой своих друзей, стареньких уличных песиков, давая им поесть первыми. Эта собака была необычно благородной. В моих планах было постепенно забрать всю компанию с улицы, так как в гостинице для животных уже не было места. Тем более, старички хоть и приходят с Бертой навстречу, но не даются пока в руки. В следующий раз собачка пришла ко мне под окно рано утром и разбудила меня своим громким лаем, оповещая о своем приходе. Быстро встав с постели, я накинула куртку и помчалась на улицу. Ее я застала, стоящей по щиколотку в луже и смотревшей на меня печальным взглядом. В кудрях Берты были запутаны комья снега, которые уже успели заледенеть. В тот момент я поняла, что пора выполнять свой план. К тому же, накануне в гостинице освободилось одно место. Дома я не смогла найти ошейника с поводком и решила, что все пропало. Ведь я не знала, как уговорить собачку, которая весила более 30 килограмм, войти в подъезд. Но моя любимая Берточка словно все это время ждала приглашения. Она сразу же вбежала в открытую дверь подъезда и сама определила мою квартиру, сев прямо перед ней. Когда она вошла внутрь, то сразу же стала приветствовать мою маму, непрерывно подавая ей лапку, которая была размером почти с мою ладошку. Как только мама убирала руку, Берта начинала ей стучать по колену, требуя таким образом продолжения и еще громко уукала. Ведь каждый раз за это ей чесали за ушком. На этот раз собачка отказалась от еды и воды, так как ей только хотелось крепко поспать в тишине и тепле. Мы немного обтерли ее теплым сухим полотенцем и дали возможность выспаться. Берта не скромничала и сразу после приглашения забралась на диван, растянувшись на уютном пледе. Она сразу уснула, обняв игрушку, с которой не было сил играться.